Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Coffee Talk. Заднего фона все еще нет, как я и говорила в прошлой серии, и не будет некоторое время. А также я выключила тоже, как и предупреждала в прошлой серии, музыку из-за монетизации. Вот. Какие дела? Рэйчел, спасибо. Так. Не забудь инструкцию на экране загрузки. А еще добавь таймер, ограничивающий игровое время. Зачем? Разве это не подпортит впечатление? Возможно, но если людям понравится, то может возникнуть очередь. А заставлять людей ждать слишком долго не стоит. Логично. Если не хочешь добавлять таймеры, оборви демо-версию на каком-нибудь сюжетном повороте. Так можно привлечь внимание аудитории. Поняла. Так, что там? Папа? Зачем ты пришел сюда? После всего, что натворил на студии. Я волновался. Тебя нигде не было. Так что я подумал, что ты пошла сюда. И теперь ты разыгрываешь очередную сцену. Извините, Валерий. Мы не хотели доставить вам неприятности. Ты не хотел. Мне не за что извиняться. Ладно, давайте я сначала что-нибудь закажу. Что будете заказывать? Что посоветуете? Может, чашечку испанской сахары? Я не грыбу, что это? А, это как? По сути, горячий шоколад с молоком и имбирем. Горячий шоколад с молоком и имбирем. Это мы можем. Горячий шоколад, спасибо, что хоть сказала. С молоком и имбирем. Я не знаю, как вам без музыки. Вы напишите мне, если совсем плохо, типа, то я могу вернуть. Типа, ладно, фиг с этой монетизацией. Я просто, хз, блин. Я не уверена, нормально ли это звучит или нет, но учитывая, что я постоянно разговариваю... Наш напиточек. Ого, подожди, книга рецептов посмотрим. Испанская сахара. Тепло и приятно, прямо как в Барселоне. А тут у нас Хенри. Отец и большой любитель музыки. Чудесный вкус. Хорошо, что вам нравится. Папа. Да. Пожалуйста, допей и иди домой. Я не сдамся, пока ты не порвешь с этим никчемным извращенцем. Как я без него? Он моя дорога к успеху. Я знаю, кто такой Хаген. Он плохой человек. Папа, индустрия не стоит на месте. Все уже не так, как 20 лет назад. Кроме того, он не сидел на месте. Он развивал свой бренд, зарабатывал себе имя и вырастил огромное количество суперзвезд. У меня все еще много контактов в индустрии. Он не особо изменился. Если изменился, то явно не к лучшему. Да у тебя паранойя. Сначала тебя волновало, как ко мне отнесутся фанаты, теперь ты и всего остального бояться начал, а дальше что? Закроешь меня в комнате, а то мало ли я где-нибудь споткнусь и покалечусь? Да ёпта. Ты еще ребенок, ничего не понимаешь. Ну так объясни. Потому что сейчас ты мне явно не помогаешь. Ведь есть какой-то другой путь. Неужели мама тебя ничему не научила? Вы 15 лет были вместе, а ты каким был, таким и остался. Даже с дочерью поговорить нормально не можешь. Рэйчел. Прости, но я делаю все возможное, понимаешь? Нет, не понимаю. Потому что своими действиями ты не делаешь лучше ни себе, ни мне. Никому. Я понимаю. Но дай мне шанс. Знаешь что? Пусть потихоньку. Но я пытаюсь стать лучше. Не знаю, может, мне вернуться в индустрию. И стать твоим менеджером. Пап, ты в своем уме? Ты давно потерял хватку. Я же говорил, что у меня много контактов. Да блин, микрофон, стой ровно, пожалуйста. Стоит. Так что я не настолько ее потерял. Конечно, не без этого, но мы с тобой. Так не работает, пап. Ты же понимаешь, что нельзя так просто уйти из группы и начать сольную карьеру. Если чуть промедлю, могу упустить драгоценный шанс. Если не хочешь, чтобы твоим менеджером был я, можешь хотя бы отказаться от услуг Хагена, выбрать кого-нибудь другого. Вряд ли. У него сейчас пик карьеры, так что он мой лучший вариант. Не бойся за меня, так ладно? Я абсолютно уверена в своих действиях. Лучше иди домой. Расслабься. И больше никогда не приходи ко мне в студию. Я как раз собираюсь туда. Нужно репетировать перед фестивалем, до него всего несколько дней. Нельзя упускать такой шанс появиться перед публикой в новом амплуа. Когда ты вернешься? Не знаю. Лейбл выделил мне отель, там буду жить. Но так, увидимся, пап. Рэйчел, погоди. О, ну блин. Понимаю обоих. Наверное. Валерий, мне нужно отойти.
До свидания. А куда отошел? За ней? Не, я хз. Прошу прощения за этот инцидент. Не стоит извиняться. Угу. Мы все равно своим делом заняты были. Что, ты даже внимания не обратила на их спор? Конечно, обратила, просто проигнорировала большую его часть. Это не мое дело, разве нет? Классно. Что здесь классного? У меня вряд ли получится переключить внимание на одну задачу и сконцентрироваться на ней, особенно когда рядом происходит вот такое. Хочешь сказать, что ты сидела и слушала их споры, не мои советы? Нет, я все слышала, я записала. Вот видишь, ты сама не заметила, что можешь сконцентрироваться на чем-то одном, когда нужно. А ведь и правда. Видимо, это как-то само собой получается. В конце концов, не зря родилась в большой семье. Угу. Иногда мы и сами не представляем, на что способны. Кстати, уже довольно поздно. Ага, надо бы идти. Вэллори, мы все. Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за сервис. Берегите себя. Видимо, на сегодня не все. О, вернулся, смотри. О, Хенри. Вернулся. Все хорошо? Хенри? Да. Обо мне не волнуйтесь. Вы догнали Рэйчел? Нет, не успел. Сочувствую. Но мне кажется, что с ней все хорошо. Надеюсь, вы правы. Кстати, извините за вопрос. Но в ходе спора вы упомянули, что ушли из индустрии, и меня никак не покидает один вопрос. Какой? Почему вы ушли? Да уж, пора окунуться в бездну воспоминаний. Если вам некомфортно, можете не вспоминать. Да нет, все нормально. Я ушел из индустрии около 20 лет назад. Как раз на рассвете нового тысячелетия. То была щедрая эпоха для девичьих поп-групп. В 90-е их захлестнула невероятная популярность. А эта популярность и помогала им держаться на плаву. Я встретил жену на работе, она работала на студии звукозаписи. Так мы познакомились. Я решил жениться и остепениться. Мне хотелось мирной жизни. А жизнь менеджера девчачьих поп-групп не очень мирная? Боже, ни капли. Политика, темная сторона индустрии. Ничего хорошего в этом нет. Но хуже всего были фанаты. Ярые фанаты. Это просто ужас. Особенно девушки-подростки. Они с ума сходили по своим кумирам. Доходило даже до совсем невероятного. Например? Тратили все свои финансы, чтобы стать хоть немного похожими на кумиров. Бросали семьи. А мужчины, лучше и не говорить, домогались девушек всеми возможными способами. Да. Просто да. Мне нравится то, как в этой игре отражают реальность. Прям неплохо. Редактировали их фотографии, преследовали повсюду, даже предпринимали попытки из ТВ. Напомню, это еще до интернета было, в смысле. Интернет уже существовал, но он еще не был так популярен. Все эти ужасы даже не меня касались. Но они въелись мне в голову, витали вокруг меня. Какая тут мирная жизнь? Я и спать нормально не мог. Беспокойный сон опасен для котов. А чем вы сейчас зарабатываете? Мы с женой после свадьбы открыли магазин грамм-пластинок. Небольшой, и аудитория очень узкая. Мы не популярные, но за это нас любят. Нашей небольшой семье хватает. Вы говорили, что до сих пор общаетесь с людьми из музыкальной индустрии. Они иногда приходят ко мне. Мы собираемся минимум раз в год. Обычно у меня... Боже, уже поздно. Мне нужно идти. С вами все будет в порядке? За меня не волнуйтесь, я матерый кот. Мы сильнее, чем думают многие. Увидимся. Извините за сегодняшний спектакль. Ничего, не волнуйтесь. А я надеюсь, с фоточкой все будет нормально, но, в принципе, я, как сказала, понимаю обоих. Зеленый чай с молоком. Четверг, 1 октября 2020 года. О боже, это же мем! Рэйчел Флоренция подтвердила свое участие в Коучелле 2020. Гейл Ниман? Подожди. Нейл... Блин, как его зовут? Нейл Ньюбан его зовут, кажется. Да, Нейл Ньюбан его зовут. Озвучик и актер, который из недавних озвучивал Астариана из Baldur's Gate 3. Не знаю, мне кажется, что это отсылка. Да, это точно отсылка. Второе имя тоже знакомо, только переделано. Гейл Ниман и Маруки Хараками начали совместную работу над новым проектом. Боже, да, это отсылки. О, боже. Прикольно. Прикольно, потому что да.
потому что прикольно. С мема тоже ору капец. Организаторы Коучеллы напоминают родителям не отпускать своих детей на фестиваль без присмотра. Интересно, хорошо напоминаю. Идеально. Я считаю, это идеальное напоминание просто. Что это такое? Блин. Извините, у нас пока закрыто. Нил. Нил, сегодня рано. Могу чем-нибудь помочь? Кое-чем точно можете. Чем же? Возьмете нас на работу. Простите? Что? Можем ли мы поработать у вас? Зачем? Мы усвоили нечто ценное в жизни землян. Для них очень важно общение, но научиться общаться довольно непросто. Мы потрясены тем, что в процессе общения необходимо сочетать устную речь и жестикуляцию. Да, но вы, похоже, не сидели на месте и весьма преуспели в этом деле. Вы правы. Но этого мало. Часть важной информации о землянах мы получили именно у вас. Эта мысль заставила нас задуматься и прийти к выводу, что необходимо повременить с дачей потомства. Вместо этого мы продолжим учиться взаимодействовать с жителями Земли. Похоже на неплохой план. Именно для этого мы попросили взять нас на работу. Ради того, чтобы общаться с посетителями? Верно. Даже не знаю. Как правило, порядок приема на работу занимает некоторое время. При этом нет никаких гарантий, что тебя в итоге возьмут. Вот как. Если вы не против, я сначала все обдумаю. Завтра дам вам свой ответ. Нет, простите за такую срочность. Но нам нужно именно сегодня. Не расскажете, почему? Потому что завтра нам нужно на мероприятие. Понятно. Ну ладно. Спасибо. Но с одним условием. Готовить буду я. Вы займитесь другим делом. Будете подавать готовые напитки посетителям. Хорошо. Важно запомнить еще вот кое-что. О чем? Индивидуальный подход. Кто-то приходит сюда лишь за тем, чтобы расслабиться, отдохнуть или же поработать в тишине, кому-то просто хочется выпить чего-нибудь вкусного или посидеть и почитать свою любимую книгу. Таких людей лучше оставлять наедине с собой. Но нужно всегда быть наготове на случай, если им захочется что-нибудь обсудить. А как нам понять, кто хочет побыть наедине с собой и наоборот? Задача непростая, но выполнимая. Если обращать внимание на язык тела, то есть на невербальные сигналы. Да, нам придется тяжело. Понимаю, но не волнуйтесь. Если будет нужно с кем-то заговорить или же прекратить разговор, я подам знак. Спасибо. Вы очень нам поможете. Ну, в общем, в этом и будет заключаться ваши обязанности. Нам понадобится какая-нибудь экипировка. Да нет, впрочем, дам вам фартук, чтобы костюм не запачкался. Ну и чтобы вас не путали с посетителями. Хотя вас, в общем-то, и так ни с кем не спутаешь. Но с фартуком будет очевиднее, что вы здесь работаете. Очень по-земному. Ага, ну ладно. Готовы приступить? Готовы. Хорошо. Тогда открываемся. Прикол. И как это работает? Добро пожаловать. Это говорит Нил. Ох ты ж, какого черта здесь творится? Добрый вечер, Фрея. Вэллори, что происходит? Ну, сегодня Нил работает вместе со мной. Я думала, у меня плохие новости. Никогда бы не поверила, что это место станет эпицентром инопланетного вторжения. В смысле? А почему музыка включилась? Плакала моя монетизация, да и фиг с ней, короче, все. Я даже не заметила этого. Да блин, серьезно, это... Ладно. Нет, конечно, Нил всего лишь протянул мне руку помощи. Не помню, чтобы тебе хоть когда-нибудь была нужна чья-либо помощь. Фрея, мы хотим кое-что прояснить. Во-первых, наше задание никак не предполагало захват Земли. На самом деле все совсем наоборот. Во-вторых, если проанализировать ситуацию, то это нам оказывает помощь бариста, а не наоборот. В смысле? Мы обдумали информацию, которую узнали за время пребывания на Земле, и решили временно прекратить попытки дать потомство. Нам захотелось поближе познакомиться с тем, как общаются земляне. Поэтому мы посчитали, что лучшим решением будет обратиться сюда. А тебя угораздило согласиться. С одним условием. Я готовлю напитки, а Нил подает их посетителям и общается. Справедливо. А тебе какая выгода? Ты ему помогаешь, а он тебе что? И правда. Если вам что-нибудь от нас нужно, спрашивайте, не стесняйтесь. Все в порядке, ничего не нужно. Может, напишу о вас в своей следующей статье, о том, как вы здесь работаете. Фрея! Если, конечно, доведется еще хоть что-нибудь написать. Что случилось? Главред все узнала? Ты поэтому вчера не пришла? Да. Как она узнала? Помнишь, я тебе рассказывала про то судьбоносное столкновение с Шишкой из начальства? В лифте? Да. Вот и главред с ним встретилась, и тоже в лифте, и в ходе разговора он вспомнил про нашу встречу.
Клавриет вызвала меня к себе. Дальше все пошло под откос. До нее сразу дошло, почему я так плохо работала в последнее время. Естественно, она разозлилась. Сочувствую. Каков дальнейший план? Видимо, допишу этот чертов роман. А потом? А потом буду надеяться, что его раскупят. А если нет, даже не знаю. Мы не понимаем, что происходит, но ощущаем ту же грусть и негодование, что и вы. Может, чашку теплого напитка? За счет заведения. Что? Вам так можно? Мы сами оплатим. Не нужно, Нил. Напиток за счет заведения. Вы поступили правильно. Согласно нашим ощущениям, мы совершили лучший из возможных поступков. Да, лучший. Так, что будете заказывать? Ваше любимое. Любимое? Что угодно. Выбор целиком на вас. Что угодно? Реально что угодно. Я просто сейчас тогда помаячу что-нибудь. Может, смогу что-нибудь придумать новое. Ну, вряд ли. Вряд ли я смогу что-нибудь новое сделать. Абсолютно точно вряд ли. Ну, я просто поклацаю. Ты знаешь, зеленый чай, мята, корица. Фигня, давай заново. Шоколад... Я хз. Шоколад, имбирь, мед. Шоколад, имбирь, мед. Нет, тоже фигня, давай заново. Молоко. Имбирь. Корица. Не, корицу можно убрать? Ладно, давай, пофиг. Тоже фигня, давай заново. Кофе. Мята. Молоко. Ну что-нибудь из этого получится же, нет? В конце концов. Черная магия, вот это оно. Наш напиток, приготовленный лично владельцем этой кофейни. А что тут у нас? Черная магия. Так, сладкий, освежающий, невероятный, бодрящий напиток. Да, черная магия. Окей. Так, ну, а кем же еще? Спасибо большое. Мне всегда было интересно, почему у тебя в продаже только горячие напитки. Я начинаю понимать, в чем причина. Как продвигается роман? Ну, меня теперь ничто не отвлекает, так что думаю, если вколоть себе внутривенно чашку кофе и пару кубков вдохновения, то черновик будет готов через пару дней. Думаю, ты справишься без каких-либо инъекций. Фрейя, просим нас извинить. Мы знакомы со строением тел землян, принадлежащих к различным расам. Нам кажется, что вам не стоит вкалывать себе кофе. Нил, не надо. Мне сейчас совсем не хочется заниматься подобными разговорами. Мы всего лишь... Нил. Фрейя не собирается ничего себе вкалывать. Ой, тогда все в порядке. Это была метафора. А, мы знакомы с этим термином. Ваш язык раз за разом нас озадачивает и будет озадачивать. Языки не стоят на месте, в них постоянно происходят изменения. Понятно. Но у вас мы хотя бы изучим основу общения с землянами. Фрейя, позвольте кое-что спросить. Ага. С какой скоростью вы пишете? Судя по всему, могло быть и лучше. Можете выразить цифрами? Цифрами? Сколько слов вы можете написать за один день? Точное число не назову. Но если брать полный рабочий день, то где-то от 3 до 5 тысяч. Много. Это для редактуры. В процессе приходится многое выкидывать. В итоге обычно остается лишь половина от изначального варианта. Согласно имеющейся у нас информации, обычно произведения вроде вашего насчитывают от 50 до 100 тысяч слов. Так и есть. Но конкретно в этом случае мне не нужно писать так много. Удовлетворяющая информация. Сколько слов вам нужно написать? Так. Думаю, где-то 1015. Для презентации своей идеи довольно немало. Ну, Крамедиа все-таки самый крупный издатель в округе. Если произвести расчеты, выходит, что вы должны с легкостью достичь поставленной цели. Если бы. Дело не только в объеме написанного, тут необходимо нечто больше, чем просто укладываться в количество слов. Становись писателями лишь те, становятся писателями лишь те, кто может писать огромные произведения. Становись, я поняла. Я тупанула, все неважно, это все правильно написано. И мы лишились бы многих стихов и рассказов, блин. Аж плечо я не знаю, как это сказать, защемило. Не знаю почему. Вы говорите довольно непонятные нам вещи. Ты знаешь, я сама не поняла сначала. Но мы изначально знали, что искусство — это нечто непростое, даже для самих землян. Угу.
Похоже, земляне не могут без непонятных вещей, начиная с языка, заканчивая искусством. Снова верно. В принципе, вы были не так уж и неправы. Объем слов и правда можно учитывать при объективной оценке произведения. Пусть это не самый важный критерий, но сбрасывать со счетов его тоже не стоит. То есть, это все еще допустимый параметр. Определенно. Круто. Совсем на вас не похоже. Видимо, вы и вправду кое-чему у нас научились. Что там, этот? О, новый гость. Привет. Добрый вечер, Миртл. Даже спрашивать не буду. Разве что, кто будет готовить. Все еще я. Отлично. Кофе, пожалуйста, добавьте немного имбиря. Кофе и немного имбиря. Немного это сколько? Типа, плюс-минус. Нет? Кофе. Может быть, много? Не, ну это много. Она сказала немного. Здрасте. Вылить. Подожди. Кофе, имбирь и там какая-нибудь корица. Имбирный пряник. Держи, пожалуйста. Ваш заказ. Вы нигде не ошиблись. Мы все верно передали. Клянемся, мы ничего не перепутали. Прошу прощения, Миртл, это моя ошибка. А в чем ошибка? Она сказала немного. Я добавила немного в кофе. И добавила еще чуть-чуть корицы. Ну, так она же не говорила, какой третий ингредиент. Ну, типа... Что? Капец. А дайте, можно еще раз переиграть? Это какой-то капец. Это какой-то капец. Не вините Нила. Вините меня. Второй раз она недовольна. Да господи, проехали. Зачем они вообще сюда ходят? Я все порчу. Миртл, что вас сюда сегодня привело? Пс, Нил, люди иногда приходят сюда, чтобы просто посидеть в одиночестве. Да, это очень похоже на Миртл. Вообще, я здесь не чтобы просто посидеть в одиночестве. Простите нас. Я просто объясняю Нилу, как общаться с посетительницами. Я вижу. Вы еще пытаетесь найти, с кем переспать? Нет, не пытаемся. Теперь у нас другое задание — понять, как земляне общаются между собой. Ага, в правильном направлении движетесь. Вот что, если хотите влиться в общество, бросьте свой формальный тон. Начните говорить по-человечески, слышать по-человечески. То есть, по большому счету, не особо-то и слушать. Какая непростая задача, но мы постараемся. Шаг за шагом. А один маленький шаг для вас может стать огромным скачком для вашего народа. Прекрасные слова. Кстати, Миртл, вы сказали, что пришли сюда не за тем, чтобы посидеть в одиночестве. Значит, вы кого-то ждете? Да. Наверное, Аквию. Угу. По какому поводу? Не по какому. Просто. Чё? Прости, я опоздала. Я хотела уйти пораньше, но... Что? Что происходит? Что здесь творится? Почему заборная стойка стоит... Вот это вот, короче. Где вы, Лори? Аквия, расслабьтесь, я здесь. О, вы в порядке? Да, все в норме. Так, дайте мне передохнуть. Вот, выпейте воды. Лучше? Да. Извините. Все в порядке. Вы не первые отреагировали подобным образом. А что вы здесь делаете? Возможно, нам стоит записать на этот вопрос готовый аудиоответ. Если вам не хочется, не обязательно отвечать. Нет ничего такого, тем более у нас перерыв. В общем, вот в чем дело. Опа, ты что туда сел? Действительно интересно. Вэллори, очень мило с вашей стороны. Если честно, пустяки. Но вы и вправду думаете за один день научиться всему? Определенно нет. Просто мы не хотим злоупотреблять чужим временем, мешать кофейне работать. Сомневаюсь, что вы бы чем-то сильно помешали. Кроме того, у нас есть желание исследовать вашу планету получше. Здесь очень интересно, но есть и множество других мест, где мы еще не побывали. И куда собираетесь дальше? На Каучеллу. Чего? У них такая реакция всех сразу. Зачем вам туда? Согласно имеющейся у нас информации, там очень часто вступают в половую связь. В связи с этим мы решили продолжить наше исследование именно оттуда. Ну, все, конечно, так, но разве ребенок не должен родиться по любви? Да, мы понимаем.
Но мы также понимаем, что у нас недостаточно знаний о земной жизни, включая ее половые обычаи. Мы отправимся на Коучеллу, чтобы восполнить нехватку знаний. В дальнейшем быть в полной готовности к вступлению в половую связь с множеством земных женщин. Наверное, прозвучит странно, но, черт возьми, похоже, это ваш лучший план за все время пребывания на Земле. Согласна. Мы сами от себя такого не ожидали. Но ладно. Давайте оставим наш план. Мы сегодня на работе. Позвольте нам вернуться на наше рабочее место. Итак, вернемся к первому разговору. Да, совсем забыла. Чем вы тут занимаетесь? Ничем. Мы просто подруги. Мы пришли посидеть, поболтать о работе. У нас общая сфера деятельности. Забыли? Ага, именно. Дело в том, что у меня не очень богатый опыт в разработке игр. У тебя же было исследование в области компьютерной графики, разве нет? Да, но я еще никогда не создавала игру с нуля. Я всегда была на позиции наблюдательницы. В общем, я время от времени прошу Миртл меня проконсультировать. Сегодня я хотела ее отблагодарить, но она пришла раньше. Так что у меня не вышло купить ей чего-нибудь. Не парься, я бы все равно отказалась. Но... Погоди, если ты решила ее отблагодарить, получается, игра закончена? Извините, но правильно. Решила, а не решила. Не поняла. Решили меня поправить, да? Ну, извините, случайно сорвалась. Так ведь, когда ты говоришь, оно же звучит одинаково. Решила. Я хз. А как она сказала? Или он имеет в виду, что в тексте так было написано? Я хз. Как вы вообще это заметили? Это ведь не текст какой-нибудь. Вот именно! Просто знаем. Ладно, вернемся к нашей теме. Значит, ты завершила работу над игрой? Еще довольно много нужно доработать и исправить, но ее уже можно пройти от начала и до конца. И по поводу чего вы обычно консультируете? Зависит от игры. В данном случае в основном по поводу управления, динамики и элементов интерфейса. Должно быть приятно осознавать, что твое творение готово. На душе определенно стало чуть легче. Вот только ненадолго. Ты про то, что это далеко не конец? Мое творение еще не готово. Меня уволили с работы, не успею дописать черновик в срок, конец. И ладно бы только это, но если книга не продастся, то не просто конец, а апокалипсис. Сочувствую. Только не унывай. Я уже начинаю сомневаться в себе. Знаешь, я читала парочку твоих рассказов после нашей первой встречи. Я подписалась на вечернюю молву и прочитала кое-какие из твоих работ. Знаешь, мне очень понравилось. Какие-то лучше, какие-то похуже, но их все равно интересно читать. Так что я с нетерпением жду твою книгу. Спасибо, Аквия. У вас с Миртл очень похожие ситуации. И я уверена, что у вас обеих все получится. Не обязательно об этом рассказывать другим людям. Боже мой, извини. Я не специально. Просто я хотела как лучше. Ладно, хорошо. Спасибо за желание сделать как лучше. Прости, правда. Так не за что, я ведь тебя поблагодарила, ты чего? Просто ты так выделила слова как лучше. Это точно был сарказм. Фух, Аквия, прости, если так прозвучало. В общем, да. Примерно представляю, с чем вы столкнулись, но у меня немного по-другому. Время заканчивается. Что у вас за проблема? Перегорела. Я кое над чем работаю вот уже 2 года подряд, но никто за стенами офиса об этом не в курсе. А тем, кто в курсе, видимо, совсем наплевать. А разве вы не выпускаете новую ЦМБ каждые 2 года? Да, но я работаю не над ним. Не напрямую. Над чем тогда? Над секретным проектом. Только ни слова никому, ладно? Ну, ладно, я все равно уже не работаю в газете. Я работаю в особом отделе. Нам поручили разработать нечто принципиально новое. Мы должны подготовить прототип нового инди-проекта. На худой конец еще одну ЦМБ, но в другом жанре. Разве некоторые не отдали бы многое за такую работу? Я думала так же поначалу. Вы же писательница, так. Представьте, что вам нельзя публиковать свои работы нигде в течение многих лет. Ситуация совсем не из приятных. Мы предлагали кучу идей, десятки, сотни, тысячи, но те, что дошли до этапа прототипа, можно по пальцам пересчитать, пока ни один из прототипов не одобрен. Наш отдел состоит всего из 7 человек. Мы получили прозвище 7 самураев. Получается, за прошедшие 2 года вы ничего не выпустили? Иногда мы помогаем остальным, если у них возникают затруднения, и им нужно выполнить практически невыполнимое. В дело вступаем мы. Тогда понятно, почему 7 самураев. Ну да. Кстати, Миртл только поняла, что обычно разработчицы уходят в отпуск, когда заканчивают работу над проектом, так? Более или менее, да. А когда ты последний раз была в отпуске?
Думаю, перед тем, как устроилась на нынешнюю работу. Да, это же 4 года назад. Ага. Да уж, как тут не перегореть. Вот именно. Тебе нужно передохнуть. Но я не могу. Можешь. И не просто можешь, а прямо завтра. Но завтра я не закончила. Завтра, а потом послезавтра, а потом послезавтра ты будешь отдыхать. Но как, где? Не волнуйся, об этом я позабочусь. Позаботишься? Будем отдыхать вместе. Может, сходим на Макс? Это не отдых, забудь пока об этом. Эй, ладно, но завтра не получится. Давай с пятницы. Все равно небольшой отпуск получится, так? Ладно, жду не дождусь. Аквиаго, ты сама на себя не похожа. Правда? Прости. Не извиняйся. Ладно, тогда решено. Теперь мне нужно идти. Начать готовиться к нашему отпуску. Я с тобой. Ко мне домой? Нет, просто пройдемся до остановки, как в прошлый раз. Ладно. Ребята, увидимся на следующей неделе. Отдохните хорошенько. Берегите себя. Берегите себя, а мы на этом, наверное, Что такое? Ты что стоишь? Сидишь? Ладно, увидимся. А мы на этом закончим, говорю. Вот на троеточие, отлично, идеально. Окей. Ну, получается, спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.